in Jaipur. Это одно из наших любимых мест в Джайпуре. Kind of away from the bustling crowd and the busy streets. Немного вдалеке от переполненных улиц и большого количества людей. This is actually what I believe that Jai Singh envisioned when he created this city of victory for the pleasure of his Ishtadeva, Vrindavan. Я думаю, что Джай Сингх II, когда он строил Джайпур для своего Иштадева Говиндаджи, он именно так представлял себе всю конструкцию. He was a Raja Rishi. Он был Раджа Риши. He was a saintly person who had managerial skills, so Kshatriya. So he was a saintly person with managerial skills, Kshatriya, sitting on the throne. Он был святой личностью, кшатрием, при этом он мог управлять. And he made sure of two things. И он всегда заботился о двух вещах. That society was organized and materially in a proper way, so material life could go as smoothly as possible. Он следил за тем, чтобы материальная жизнь была организована наилучшим образом, чтобы она протекала легко. The Prabhupada said, in this material world, anything can happen at any time. И Шрила Прабхупада говорил, что в этом материальном мире все может случиться в любое время. So again, devotees are always a little sober, but they're joyful at the same time. They're not in illusion. This is the material world, and things happen. Stuff happens here. И поэтому преданные, они с одной стороны радостны, с другой стороны всегда несколько серьезные, потому что они понимают, что это место является материальным миром, и все может произойти в любой момент. But if you chant your 16 rounds, and you follow the regular principles, you study Prabhupada's books, you keep the association of devotee, you can remain undisturbed even in the midst of the greatest calamity. Но если вы повторяете 16 кругов Махамантры в день, общаетесь с преданным, следуете всем регулирующим принципам, то это поможет вам быть, это не будет ничего отвлекать вас, даже если случится какая-то катастрофа. When good times happen, there's lots of material facilities and the opportunity for enjoyment, a devotee doesn't become intoxicated. И когда наступают хорошие времена, когда возникает возможность для материальных наслаждений, то преданные стараются не погружаться в этом и не испытывают огромной радости. Rather, he just uses whatever favorable things come for the service of the Lord. Потому что преданные находятся в этом мире, они понимают, что они пришли сюда для того, чтобы служить Господу. And if bad times come, и когда приходят плохие времена, a devotee doesn't get discouraged, doesn't get depressed. He knows everything passes in time, just like the seasons go from summer to autumn to winter to spring, again summer. So he's patient, tolerant. И когда приходят плохие времена, преданный не впадает в депрессию, от этого не расстраивается очень сильно, потому что он понимает, что природа материального мира такова, что все временно, что за осенью приходит зима, а потом снова наступает весна. All the while, keeping his eyes fixed on the goal. Потому что его взгляд всегда устремлен к цели. Fixed on the goal of Krishna consciousness. Потому что преданный всегда сконцентрирован на своей цели, это сознание Кришны. There was a popular reggae singer, Bob Marley. He said in one song, it's called Exodus, "We know who we are, we know where we're going." И известный певец Боб Марли в свое время пел, что мы знаем, кто мы есть и куда мы отправляемся. So that was a nice sentiment. I don't think he really knew, but he was a good musician. Это был хороший слоган, он был хорошим музыкантом, хотя я не совсем уверен, что он на самом деле понимал, кто он и куда отправляется. And we give him credit, he was looking for an alternative. Но мы должны отметить то, что он на самом деле искал в жизни альтернативу. And I heard that he once bought a book and took prasadams. Я также слышал, что он когда-то купил книгу и вкусил прасад. So we actually know who we are, we know where we're going. Но мы с вами знаем, кто мы есть и куда мы отправляемся. So we don't get distracted like people in material life. In the Bhagavatam, Sukadeva Goswami says, in material life, people have so many subject matters for speaking about. И мы, в отличие от материалистов, не сильно обеспокоены материальной жизнью. Как говорил Шукадева Госвами, что у материалистичных людей всегда очень много поводов, о которых поговорить или расстроиться. But for us, it's just Krishna Lila, Chaitanya Lila, bas.
А для нас важно и является лишь читание лила, и все. Or the devotees who are performing pure devotional service. Или для преданных, кто совершает чистое преданное служение. Or their Lord's pastimes. Или игры, которые совершает Господь. By being fixed on those things, we never get lost. Когда мы сфокусируемся на этих вещах, это поможет нам не потеряться. Just like if you were a sailor on the ocean in the old days. Если вы были моряком в давние времена, if you've ever been on the ocean, sometimes it's a little scary. You can lose, we say in English, you can lose your bearings. You can forget where you are and where's north, south, west, and east. I had this experience one time. И если вы находитесь в океане, там очень легко потерять ориентиры, и после этого вы не можете понять, где у вас север, юг, запад, восток. У меня был такой опыт. You're on the ocean, it's just water, water everywhere. And at one point, like, where am I? There's nothing, there's no bearings. I mean, is it north, south? I don't know where you're going. И представьте, вы находитесь в океане, вокруг вас вода с любой стороны, поэтому вы не знаете, какое направление, какие ориентиры, и очень легко потеряться. But for the sailors, there's the North Star. Но для всех моряков есть северная звезда. The Pole Star. Это северная звезда. Dhruva's abode. Это там, где проживает Друва. It's his planet, eternal planet in the material creation. Это то, где он находится в этом материальном мире. So if you have a sextant, it's a kind of instrument, and you look at the North Star, immediately you know where you are and you know where you're going. У вас есть компас, и вы получили ориентир, или есть какой-то инструмент, чтобы узнать, где вы находитесь, то вы сверяетесь с, как называется, северная звезда? Полярная звезда. И тогда вы можете понять направление света. So if we keep our focus on Krishna, Eke Kunanandana, then we'll always know where we're going, where we're going. We'll never get disturbed, we'll never get distracted. It is such a simple practice. И если вы полностью сфокусируетесь на Кришне, то тогда ничего вас не сможет отвлечь от него, и все будет гораздо проще. And how to keep our mind fixed on Krishna? А как сделать так, чтобы наш ум зафиксировался на Кришне? Such a simple practice. Это все так просто. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. We are chanting and dancing and feasting our way back to the spiritual world. Who can complain? По пути назад домой к Богу мы воспеваем, едим просад и танцуем. Разве можно жаловаться о чем-то? So in the old days, the kings, they had the responsibility to govern according to the laws of Manu and govern society in such a way that it went as smooth as you could get in the material world. И в предыдущие времена цари управляли этими странами на основе законов Ману. Таким образом, это помогало, чтобы материальная жизнь протекала как можно проще. We're still going to get colds, we're going to get fevers, we're going to get sick, there are going to be accidents. И в любом случае мы будем болеть, что-то будет происходить, какие-то катастрофы, недомогания, неприятности. But for devotees, it's kind of like a bump in the road, like you're riding in the car, and they have those little rises in the street to stop the cars from going too fast, speed barriers. Boom! Oh! Hare Krishna. So there's some bumps sometimes on them. Bhakti Thakur said, on the road to Braj, the road to Vrindavan is strewn with sharp thorns and pebbles. Но для преданных это не сильно отвлекает их. Например, если вы едете по дороге, а там есть выбоины, либо преграждения, как у нас это называют лежащие полицейские, то это заставляет вас встряхнуться, но это не останавливает вас на пути. Как говорил Бхактивинод Тхакур, дорога во Вриндаван умощена колючками. Just like you go and go around Parikrama, sometimes your foot, you get a thorn. И, например, как вы отправляетесь на Гавардхана Парикраму, и вашу ногу ранит колючка. That doesn't stop you from going around that sacred mountain. Но это не останавливает вас от того, чтобы вы обходили эту священную гору. So sincere devotee, when he's practicing Krishna consciousness, difficulty comes, doesn't forget Krishna and fall down into intoxication. И искренне преданный, если на его жизни встречаются какие-либо сложности, он не забывает от этого Кришну, не начинает употреблять интоксикации. He goes, ouch! Он просто вскрикивает. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. This chanting will carry us over the waves of material existence. So, Kirtaniya Tsanahari Mahaprabhu says, just keep chanting.
И именно это воспевание поможет нам плыть по волнам этого материального мира и преодолевать их. Просто продолжайте воспевать. Prabhupada said, if you've got time, chant Hare Krishna. Chant, chant, chant. We can never chant enough. И Прабхупада говорил, что если у вас вдруг есть время, воспевайте Харе Кришну. Не то, что вы, это всегда недостаточно, всегда нужно делать больше. So King Jai Singh, he made this Jaipur as nice as it can get in the material world. И Джай Синг очень старался и создал этот Джайпур в самом лучшем виде, в котором это возможно в материальном мире. This is about as nice as it gets. И на самом деле все здесь достаточно прекрасно. Look around. Лучше не This is бывает. about as nice as it gets. Посмотрите вокруг. As the Bible says, on earth as it is in heaven. Как в Библии говорится, что на земле подобно так, как на небесах. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yeah, you're communist society. И когда настанет время, When your kingdom come, thy will be done. Your will be manifest on the earth planet. It'll become just, if we follow the teachings of Jesus Christ, it'll become just like heaven on earth. и когда придет время, придет царство Твое здесь, то тогда жизнь здесь будет подобна раю. It has to be translated, it's quite complicated. So this is about as best as it gets. И это лучше, чем где бы то ни было, наилучший вариант. So here we are. И мы здесь находимся. But it can get better. Но может быть еще лучше. If we come to such places like this and turn it from heaven into Goloka, because heaven is Svargaloka, heavenly planets, but beyond Svarga is Vaikuntha, and beyond Vaikuntha is Goloka. So we come here and we make a Goloka. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Потому что если мы придем сюда, на это, в это райское место, и сделаем его Галокой, потому что за Сваргалокой есть планета Вайкунтхи. Because we invoke the mercy of the Yuga Avatar Shri Chaitanya Mahaprabhu by chanting Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. Потому что мы пробуждаем здесь и следуем по принципу, который завещал нам Юга Аватар Шри Господь Чайтанья Махапрабху. And therefore Chaitanya Mahaprabhu is here in the sound of his name. И Шри Чайтанья Махапрабху проявляется здесь в форме своего имени. Just like in the Bible, Jesus says, wherever 7 of my disciples are gathered together and discussing my pastimes, I will be there. И как в Библии Иисус говорил, что где бы ни собрались 7 моих учеников и не обсуждали игры, связанные со мной, я буду присутствовать там. And Advaita Acharya said to Chaitanya Mahaprabhu, wherever you are, Lord, that's Vrindavan. И Адвайта Ачарья, обращаясь к Господу Чайтанью, говорил, что где бы ты ни был, Господь, там есть Вриндаван. So this is the secret to success, to joy and to happiness. We invoke the mercy of the Yuga Avatar Chaitanya Mahaprabhu by first chanting his names, and then we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, and everything fades away, and we're in Golok. И мы призываем милость Шри Чайтанья Махапрабху посредством того, что мы повторяем его святые имена, и все становится неважным, все превращается в Галоку. How do we know we're in Goloka? А как мы знаем, что мы находимся на Галоке? Because you're all dancing like crazy. Потому что вы все танцуете подобно сумасшедшим. When do people dance like that? Когда последний раз вы так They танцевали? don't. Где люди They так can only do it танцуют? if they take a lot of intoxication, poison. Обычно люди так танцуют, только если они приняли большое количество интоксикации, яда. Or they're in some kind of illusion, romantic illusion. But people don't, maybe they dance 5 or 10 times in their life. Или же они находятся под влиянием какой-то романтической иллюзии. На самом деле за свою жизнь люди обычно танцуют таким образом 5 или 6 раз в жизни. And not like we're this is the soul dancing. На самом деле, когда вы танцуете, танцует ваша душа. So Kanak says, the eyes are the light of the soul. Как Чанка Пандит говорил, что глаза являются створами души. Look in someone's eyes, you're looking into their soul. Если вы смотрите кому-то в глаза, вы заглядываете им в душу. So you can perceive the soul's joy when we're all dancing in ecstasy by glorifying Radha and Krishna. This is something on the transcendental platform.
И вы можете видеть радость души, если вы заглянете в глаза танцующих, потому что в этот момент вы прославляете и радуете Кришну. So I always tell you, you're all blessed. И я всегда говорила вам, что вы очень все благословлены. Sometimes we have to remind ourselves that we're blessed because we're always blessed and we just, you're blessed. Oh yeah, right, okay. И иногда мы забываем об этом, и нам необходимо напомнить о том, что мы благословлены. Our blessing is that we've all come together for this month of Kartik, and we're visiting all the holy places, and we're talking the glories of the Lord and His pure devotees. И благословение заключается в том, что мы все вместе собрались здесь на этот месяц Картика. Мы посещаем святые места, слушаем историю про святых личностей и про Господа. We're visiting ancient deities. Мы посещаем старинных божеств. And taking prasad. И принимаем прасад. This is the best way to spend the month of Kartik. И это самый лучший способ, с которым можно провести этот месяц Картика. So we're going to take a little break from the ecstasy. И сейчас мы немного отдохнем от экстаза. Because you can't dance and eat at the same time. Потому что сложно на самом деле и танцевать, и есть одновременно. There are some rules. Все-таки есть еще какие-то правила у нас. If I ask you to take prasad in the middle of the kirtan, like what? Если бы я попросила вас принять прасад в тот момент, когда шел киртан, So we're going to just calm down, cool down the ecstatic platform. We're going to go down the stairs and take prasad because we're not allowed to take prasad in front of the deities here. и мы должны чуть-чуть спуститься с экстатической платформы киртаном и пойти туда на ступеньках и вкусить прасад, потому что здесь вкушать прасад нам нельзя перед божествами. And as you're taking prasad, you should think, I am blessed. By the mercy of Prabhupada, I am blessed. А в то время, как вы будете вкушать прасад, вы должны медитировать на то, что по милости Шрилы Прабхупады я получил все благословления. And after prasad, we'll come back up here and we'll have some katha. We'll discuss the pastimes of the divine personality. А после того, как вы позавтракаете, мы вернемся сюда, здесь будет катха, мы поговорим о божественных личностях. And then the cherry on top of the cake А вишенка на торте, is that once again, что снова His Grace Bharahari Prabhu will lead us in the divine chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. And we'll also dance in ecstasy, so it'll be like a sandwich, right? There's one kirtan, you do something else, another kirtan, so eating transcendental bites. что его милость Бадхари Прабху снова пропоет киртан. И это будет такой трансцендентный сэндвич. Сначала киртан, в конце киртан, а в середине немного катхи. Okay? So please go take prasad and come back in 30 minutes for some katha and some more kirtan. Пожалуйста, отправляйтесь для того, чтобы вкусить прасад, и после этого через 30 минут возвращайтесь сюда, чтобы послушать катху и еще немного киртана. Kartik Purkama 2017 ki, Shri Prabhupada ki. Листу. Вы куда вещаете? ВКонтакте вещаете, да?